Один проливной день изменил судьбу молодого мужчины навсегда. Он даже не подозревал, что обычный человеческий поступок станет поворотной точкой всей его жизни. Это произошло ранним утром в большом городе на западном побережье. 23-летний Марк Хейден готовился к самому важному дню – финальному собеседованию в крупной технологической корпорации Nordic Soft. Он готовился к нему несколько месяцев, экономил на всем, купил строгий костюм и вышел из дома заранее, уверенный, что все под контролем. Но погода решила иначе. Неожиданно небо разорвал ливень. Улицы превратились в потоки воды, а зонт Марк не взял. Несмотря на промокшую одежду и холод, он продолжал спешить. До офиса оставалось совсем немного. Именно тогда он заметил женщину под остановкой. Она выглядела плохо, держалась за стекло, была бледной и едва стояла на ногах. Люди проходили мимо, занятые своими делами. Марк тоже колебался, время уходило, шанс мог быть упущен. Но он остановился. Через несколько секунд женщина потеряла равновесие. Марк успел поддержать ее и усадил на скамейку. Оказалось, ей стало плохо из-за резкого падения сахара в крови. Ее сумку украли ранее, а вместе с ней и лекарства. Понимая, что ситуация опасная, Марк вызвал такси и отвез незнакомку в ближайшую больницу. Пока врачи оказывали помощь, он сидел в коридоре и смотрел на телефон. Пропущенные звонки, уведомления о том, что собеседование отменено. Его шанс исчез. Все усилия, деньги, надежды – все будто смыло дождем. Когда женщине стало лучше, она поблагодарила Марка и заметила его промокший костюм. Узнав, куда он так спешил, она неожиданно изменилась в лице. Оказалось, ее зовут Эвелин Роуз, и она – один из руководителей той самой компании, куда Марк должен был прийти. Эвелин лично распорядилась перенести встречу и восстановить кандидатуру. Более того, она призналась, что подобные поступки для нее важнее идеальных резюме. Люди, которые выбирают человечность – редкость. На следующий день Марк все же пришел в офис. Формальное интервью длилось недолго. Через неделю он получил предложение с условиями лучше, чем ожидал. Спустя полгода он уже руководил командой, а история о дожде стала внутри компании напоминанием о настоящих ценностях. В тот день Марк думал, что потерял мечту. Но на самом деле он нашел нечто большее – доказательство того, что добрые поступки имеют значение, даже если награда приходит не сразу. Иногда один выбор под дождем меняет всю жизнь.